Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию вот такую красивую сервировочную салфетку, связанную крючком. На самом деле я на заказ вяжу комплект таких салфеток и решила снять для вас мастер-класс вязания вот такой простой, но очень красивой сервировочной салфетки. Салфетка красиво смотрится благодаря материалу, который я выбрала, и, конечно же, красивой контрастной обвязке, которая подчеркивает красивую форму и кайму этой салфетки. Здесь я использовала пряжу от фирмы Янарт Макраме. На самом деле это полиэфирный шнур толщиной 2 миллиметра. Шнур очень хороший, очень качественный, с таким красивым сиянием. И мы выбрали вот такие два цвета: серебро и подзолото. Здесь моточек 90 грамм, в нем 130 метров. Это стопроцентный полиэстер. Для вязания использую крючок номер 4. На одну салфетку основного цвета, серебристого цвета, у меня уходит 1,5 мотка. Для обвязки требуется совсем немного, примерно 10-15 грамм. Поэтому основной цвет это серебристый. На 4 салфетки вот мне потребовалось 6 мотков такой пряжи. Это цвет 149, партия 1235, и золотой цвет номер 155. Пряжу вы всегда спрашиваете, где я покупаю. Я все заказываю на Wildberries. Мне так удобно. И, конечно же, покажу, какой размер получается. Салфетка, как вы видите, прямоугольной формы, в длину 37 сантиметров и высота или ширина 29 сантиметров. Если вы будете использовать другую пряжу, например, вы подберете красивую хлопковую пряжу, будете использовать другой номер крючка, то, конечно же, размер салфетки у вас изменится. Друзья, а также я использую вот такой вот супер клей. Он моментальный или секундный называется. Этот клей понадобится для того, чтобы закрепить кончики полиэфирного шнура, так как шнур легко распускается, поэтому вот такие вот кончики лучше всего заклеивать. А также я заклеиваю кончики нити при завершении работы, чтобы закрепить хвостики, потому что шнур довольно скользкий и хвостики могут распускаться. Друзья, перед тем, как приступить к вязанию полиэфирным шнуром, необходимо закрепить кончик шнура, чтобы он не распускался. И для этого я подравниваю кончик нити, кончик шнура, и буквально небольшую капельку клея промакиваю вот этот край. И жду несколько секунд, чтобы клей схватился. Не нужно его прижимать, он затвердеет и будет как маленький кусочек пластмассы. Прошло около минуты, кончик проклеенный затвердел. Кстати, если он получился очень такой длинный, будет выступать, то можно его немножко обрезать. Вот. Здесь уже все равно склеены концы нитей, и шнур распускаться не будет. И здесь вы не будете тоже в салфетке чувствовать сильное уплотнение. И далее приступаем к вязанию. Начало вязания салфетки – это цепочка воздушных петель. Здесь я оставляю небольшой кончик нити, делаю начальную петлю на крючок и далее набираю. Мне необходимо набрать 35 воздушных петель для вязания салфетки на ширину, которую я указала. Я набрала начальную цепочку воздушных петель, всего 35 воздушных петель, и начинаю вязать первый ряд. Для вязания первого ряда, первого столбика, вместо первого столбика набираю еще плюс 3 воздушные петли. То есть всего получается у меня цепочка 38 воздушных петель. Далее начинаю вязать ряд узора из столбиков. Делаю на крючок накид, отсчитываю от начала крючка 1, 2, 3 и четвертую петельку. В пятую петельку ввожу крючок и провязываю первый столбик с одним накидом. Далее вновь делаю накид, в следующую петельку вяжу еще один столбик с одним накидом. После
1 воздушная петля, и через петлю начальной цепочки в следующую ввожу крючок, провязываю 1 столбик с 1 накидом, далее в следующую петлю 2 столбик с 1 накидом и в третью петлю цепочки 3 столбик с 1 накидом. После 3 столбиков с 1 накидом 1 воздушную петлю делаю. И так повторяю, провязывая 3 столбика по начальной цепочке. Здесь мы отступаем петлю после группы столбиков. И после 3 столбиков 1 воздушная петля. Друзья, в первом ряду от начала мы должны провязать всего 9 групп из 3 столбиков. Смотрите, вот мы первую группу тоже считаем. 1, 2, 3, 4. Вяжу 5-ю группу из 3 столбиков. Между группами столбиков 1 воздушная петля. И так провязываю до конца ряда. Заканчиваю вязать первый ряд, и здесь у меня остается 4 петли начальной цепочки. После воздушной петли здесь петельку пропускаю, на последних 3 петлях вяжу 3 столбика с 1 накидом. Далее перехожу к вязанию второго ряда, поворачиваю работу, начинаю вязание, набираю 3 воздушные петли и еще плюс 1 воздушная петля. То есть в начале ряда цепочка 4 воздушные петли. Далее делаю на крючок накид, и теперь мы будем вязать группы по 3 столбика между группами столбиков предыдущего ряда. Вот заводим крючок вот за это отверстие, арочку 1 воздушная петля здесь была, и провязываем 3 столбика с 1 накидом. Далее 1 воздушная петля, и вот из следующей арочки 1 воздушной петли провязываем новые 3 столбика с 1 накидом. Между группами столбиков обязательно выполняем 1 воздушную петлю. И таким образом в этом ряду у нас будет связано столько групп столбиков, сколько вот в предыдущем ряду сделано арочек. То есть здесь меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И покажу, как заканчивать этот ряд. Провязав последнюю группу столбиков, 3 столбика с накидом из последней арочки, далее делаю 1 воздушную петлю и делаю заключительный столбик с 1 накидом вот здесь вот из 3 петли подъема. Вводим крючок вот в вершину и провязываем столбик с 1 накидом. Далее поворачиваю вязание, начинаю вязать 3 ряд. 3 ряд начинаем с 3 воздушных петель подъема. И здесь сразу провязываем вот из первой арочки между столбиком и группой 3 столбиков еще 2 столбика с 1 накидом. То есть 3 воздушные петли у нас вместо первого столбика и плюс 2 столбика с накидом. Далее 1 воздушная петля. И также продолжаем вязать из каждой арочки 1 воздушной петли по 3 столбика с 1 накидом. И между группами столбиков не забывайте делать 1 воздушную петлю. И здесь мы провязываем до конца ряда такие группы столбиков. И в конце ряда, смотрите, в конце ряда вот здесь вот у нас последняя арочка, мы здесь провязываем 3 столбика с 1 накидом. Далее сразу переходим к вязанию следующего 4-го ряда. 4-й ряд вяжется точно так же, как 2-й ряд. 5-й ряд точно так же, как 3-й ряд.
То есть мы повторяем вязание второго и третьего ряда. И всего нам необходимо провязать основную часть салфетки вот таким узором из столбиков. И всего должно быть 25 рядов узора. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала центральную часть салфетки узором вот из столбиков. Всего выполнила 25 рядов. Если посчитать, каждый ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до 25. Важно соблюдать количество рядов, чтобы у вас затем узор каймы точно совпал. Далее вот этот прямоугольник необходимо обвязать одним рядом столбиками без накида по кругу. При обвязке мы выравниваем край связанного прямоугольника, край центральной части. Далее по этому ряду столбиков без накида мы также будем делать контрастную обвязку вот этой золотой нитью. И также сформируем углы. И здесь после завершения 25 ряда делаем одну воздушную петлю подъема. Далее начинаем вязать столбики без накида. И здесь мы вводим, вот, допустим, крючок вот за кромочную ниточку и провязываем столбик без накида. На ножке каждого столбика мы провязываем 2 столбика без накида. Там, где вот идет петельки подъема, то есть вот такая пустая клеточка, здесь мы тоже вводим крючок, то есть мы заводим не за всю ножку, а за полу петельку, то есть за ниточку одну, и провязываем тоже 2 столбика без накида. То есть по высоте одного ряда мы провязываем 2 столбика без накида. Получается, итого мы провязываем по стороне, здесь если 25 рядов, 50 столбиков, но по углам мы будем делать прибавление. Здесь пока мы угол пропустили, этот угол будем провязывать уже в конце кругового ряда. Сейчас я провяжу столбики до первого угла и покажу, какие прибавки делать на углу прямоугольника. Я довязываю ряд столбиков без накида до первого угла. Здесь на последнем столбике провязываю 2 столбика без накида. И вот дошла до первого угла. И теперь из угловой точки провязываю здесь 3 столбика без накида. И таким образом у меня столбики переходят вот на вторую сторону и формируют вот такой закругленный угол. Далее мы вот этот вот кончик нити прокладываем вдоль вязания. Будем сразу его обвязывать, маскировать. И теперь по обратной стороне вот начальной цепочки здесь уже мы вводим крючок в полупетельки и с каждой полупетельки провязываем столбик без накида. Вот сразу обвязали кончик нити, все его спрятали. И здесь по стороне получается мы набирали 35 воздушных петель и тоже будет 35 столбиков без накида. То есть здесь прибавка 3 столбика и далее 35 столбиков без накида. Заканчиваю вязать вторую сторону. Здесь я уже провязываю 35 столбик без накида, и видите, как раз он приходится на угол прямоугольника. Поэтому там же, где провязан 35 столбик, из этой же петли еще плюс 2 столбика провязываю. И перехожу на вязание уже второй длинной стороны. И здесь по высоте каждого столбика провязываю 2 столбика без накида.
Итого 50 столбиков без накида идет по длинной стороне. Также здесь мы провязываем за кромочные ниточки, а не вводим крючок, вот, допустим, за всю ножку кромочного столбика. Я провязала столбики без накида по третьей стороне, и теперь формирую третий угол. И здесь вот я выполнила 50 столбиков, и здесь получается на следующей петельке, вот получается как из третьей петельки подъема, здесь провязываю 3 столбика без накида, формируя угол. И перехожу на последнюю, четвертую сторону. Здесь уже вяжем за полупетельки вершин столбиков, провязываем столбики без накида на каждой вершине столбиков. И здесь между столбиков мы вводим крючок за арочку. Заканчиваю ряд столбиков без накида, и здесь уже завершаю круговой ряд. На вершине вот последнего столбика формирую уже четвертый угол, и здесь провязываю 3 столбика без накида на этой вершине. И теперь завершаю ряд, вытягиваю рабочую петельку, вкалываю крючок с изнанки на лицевую вот вершину первой петельки и вытягиваю рабочую петельку на изнанку. Здесь немножко затягиваю нить и начинаю вязание. Здесь я буду провязывать второй ряд из арочек, формируя основу для вязания каймы. И здесь, смотрите, вот здесь мы сделали присоединение, в следующую петельку вкалываю крючок и здесь провязываю столбик без накида, первый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли по ряду, в следующую петельку вводим крючок, провязываем столбик без накида. Вот получилась первая арочка. Далее вновь 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли по ряду, в третью петлю провязываем столбик без накида. И так повторяем. До конца второй стороны необходимо провязать, до конца длинной стороны необходимо провязать 16 вот таких арочек. Пропускаем 2 петли, в третью петельку провязываем столбик без накида. Итак, я провязываю 16 арочку по длинной стороне. Здесь пропускаю 2 петли и как раз перед формированием угла провязываю столбик без накида, закрепляя 16 арочку. На углу мы делаем арочку из 5 воздушных петель. Набираем 3, 4, 5 воздушных петель. И далее, смотрите, вот 3 петельки получается на углу пропускаем, и еще одну петельку следующую по стороне. И в следующую петельку вводим крючок, получается в пятую, и делаем столбик без накида. И получается у нас эта длинная арочка вот так вот огибает угол. Далее по короткой стороне продолжаем вязать небольшие арочки из 2 воздушных петель. Пропускаем 2 петельки, в третью столбик без накида. И вновь 2 воздушные петельки, пропускаем 2 петельки, в третью столбик без накида. По короткой стороне необходимо провязать 10 таких арочек. Заканчиваю вязать ряд
арочек. Это второй ряд обвязки. И здесь по второй короткой стороне вот заканчиваю вязать 10-ю арочку. Также пропускаю 2 петельки в третью столбик без накида. И мне остается провязать только угловую арочку, которая у нас выполнялась из 5 воздушных петель. Но здесь на 4-й арочке я провязываю 3 воздушные петли, делаю на крючок накид и провязываю столбик с одним накидом из вершины первого столбика без накида. И получается, что начало вязания у нас смещается вот именно на эту 4-ю арочку. Далее начинаю 3-й ряд обвязки. Этот ряд тоже будем вязать арочки. И делаю одну воздушную петлю подъема. Далее завожу крючок вот за столбик, провязываю столбик без накида. Далее 2 воздушные петли и выполняем столбик без накида на следующей арочке из 2 воздушных петель. Получается, мы провязали новую арочку из 2 воздушных петель. Вновь повторяю 2 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. Провязали 2 арочки из 2 воздушных петель. Далее выполняем 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. То есть мы провязали 2 арочки по 2 воздушные петли и большая арочка из 4 воздушных петель. Это для формирования в следующем ряду каймы из красивых вееров. Далее повторяем 2 арочки из 2 воздушных петель, закрепляем арочки на столбиками без накида на арочках предыдущего ряда и арочка из 4 воздушных петель. Итак, провязываем по стороне, по длинной стороне. Итак, друзья, по длинной стороне повторяется 4 раза 2 арочки из 2 воздушных петель, арочка из 4 воздушных петель. Вот я провязала 1, 2, 3, 4 и 5 повторение. Закрепляю арочку из 4 воздушных петель столбиком без накида. И теперь оформляем угол. Далее арочка из 2 воздушных петель. Еще раз арочка из 2 воздушных петель, и она закрепляется как раз на угловой большой арочке. И здесь мы делаем арочку 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И закрепляем тут же на этой угловой арочке. То есть здесь у нас получается 2 столбика без накида. И далее вновь идет повтор. 2 арочки из 2 воздушных петель и арочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И здесь мы повторяем так 3 раза по короткой стороне. Итак, друзья, по короткой стороне я провязала 3-ю арочку из 4 воздушных петель. Теперь до угла провязываю 2 арочки из 2 воздушных петель. Вторую арочку закрепляю уже столбиком без накида из угловой большой арочки. Здесь же на углу делаю арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. На этой же угловой арочке закрепляю. И далее вновь начинаю повторять 2 арочки из 2 воздушных петель и арочка из 4 воздушных петель. И по длинной стороне у нас идет повтор 5 раз. Заканчиваю вязать этот ряд арочек
И здесь по второй короткой стороне 3 повторения, 2 арочки из 2 воздушных петель и большая арочка из 4 воздушных петель. И вот третью арочку из 4 воздушных петель закрепляю столбиком без накида. Далее провязываю еще 2 маленьких арочки из 2 воздушных петель. И как раз вторая арочка закрепляется вот на угловой арочке. Здесь на углу, на 4-м углу делаем арочку из 4 воздушных петель, закрепляем ее на вершине первого столбика без накида. И далее провязываем по первой петельке арочки соединительный столбик. И теперь на первой арочке, то есть мы уже начинаем начали новый ряд, столбик без накида. 3 воздушные петли. На второй арочке из 2 воздушных петель столбик без накида. И далее делаем на крючок накид. Из большой арочки 4 воздушных петель мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Шестой столбик и 7 столбик. И получился вот такой большой веер. Закрепляем этот веер на арочке из 2 воздушных петель столбиком без накида. Далее идет 3 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке из 2 воздушных петель. И далее идет повтор. Вяжем вот на большой арочке из 4 воздушных петель 7 столбиков с одним накидом. Седьмой столбик веера. И сразу делаем столбик без накида на арочке из 2 воздушных петель, 3 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. Итак, продолжаем вязать уже кайму с веерами, с красивыми, и довязываем так до первого угла. Друзья, так как по длинной стороне я провязывала и арочки, и было 5 арочек из 4 воздушных петель, поэтому по длинной стороне получилось 5 вот таких вееров. И теперь я довязала до угла. После 5-го веера вот остается 2 маленьких арочки до угла. Провязываю вот столбик без накида из первой арочки, 3 воздушные петли, столбик без накида из второй арочки. И теперь на угловой арочке из 4 воздушных петель здесь мы провязываем не 7, а 9 столбиков с одним накидом. То есть веер будет еще больше. Восьмой и 9 столбик веера. Вот получается вот такой закругленный веер. И теперь мы переходим на вязание каймы по короткой стороне. И здесь в принципе повторяем то же самое. Вот на маленькой арочке столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида на следующей арочке. И далее переходим на вязание на арочке из 4 воздушных петель и вяжем веер из 7 столбиков с одним накидом. И по короткой стороне получается будет 3 таких веера из 7 столбиков. После переходим на вязание углового веера, точно так же как здесь мы провязывали, и по длинной стороне провязываем далее
5 вееров. И по четвертой стороне короткой будет провязано 3 веера. И я покажу, как закончить ряд. Итак, заканчиваю четвертый круговой ряд. И завершение ряда идет сразу после того, как мы провязали 9 столбиков на угловой арочке. 9 столбиков с одним накидом. И далее делаем соединительный столбик на вершине первого столбика без накида. И переходим на вязание пятого ряда. Провязываем соединительный столбик вот по первой арочке. И на вершине арочки выполняем столбик без накида. Далее выполняем одну воздушную петлю и вяжем по вееру столбики с одним накидом, но первый столбик провязываем вот не на вершине первого, а на вершине второго столбика предыдущего ряда. Столбик с одним накидом, далее одна воздушная петля. На вершине следующего столбика столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Итого нам нужно провязать по вееру 5 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Провязываю четвертый столбик с одним накидом, одна воздушная петля и пятый столбик. Еще остается одна вершина до края веера. И таким образом у нас веер будет смотреться симметрично. После пятого столбика выполняем одну воздушную петлю и столбик без накида на арочке между веерами. Далее одна воздушная петля, то есть после столбика без накида начинается повтор. Провязываем по следующему вееру 5 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю и далее столбик без накида между веерами на арочке. Четвертый столбик, одна воздушная петля, пятый столбик, одна воздушная петля и столбик без накида. Итак, провязываю до угловой арочки. На угловой арочке вяжем в принципе точно так же, но здесь мы выполняем 7 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Итак, я довязала до углового веера. Здесь столбик без накида на арочке перед веером. Делаю одну воздушную петлю. Здесь пропускаю петельку на втором столбике предыдущего ряда, провязываю столбик с накидом, одна воздушная петля. На следующей вершине столбика столбик с накидом, одна воздушная петля. Итак, я провязываю 7 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. И как раз вот не довязывая один столбик, то есть одну вершину до конца предыдущего ряда, делаю одну воздушную петлю после 7 столбика. Здесь на арочке столбик без накида. И вновь пошли веера по уже короткой стороне. Здесь будет 3 веера с 5 столбиками с одним накидом. И здесь на углу также веер из 7 столбиков. Итак, друзья, я заканчиваю уже 5-й круговой ряд. И здесь после углового веера, после столбика с одним накидом и одной воздушной петли, заканчиваю ряд соединительным столбиком в вершину столбика без накида. И далее провязываю 2 соединительных столбика до арочки из одной воздушной петли между столбиками с одним накидом. И поэтому провязываю 2 соединительных столбика до нужной точки. Далее из этой точки провязываю столбик без накида и
одну воздушную петлю и еще один столбик с одним накидом. Далее выполняю 2 воздушные петли и на следующих арочках между столбиками здесь провязываю 2 столбика с одним основанием, 2 столбика с одним накидом и одной вершиной. Вот провязала один накид, провязываю второй накид, а затем общую вершину. После выполняю 2 воздушные петли. На арочках по стороне необходимо провязывать вот между столбиками 4 таких элемента. Вот провязываем 2 столбика с одним накидом и одной вершиной, 2 воздушные петли. И здесь на веере между столбиками вот провязываем, получается, третий, но если посчитать начальный элемент тоже за полный, то это 4-й элемент получается. После 4-го элемента мы не делаем воздушные петли и сразу переходим на вязание элементов по следующему вееру. Между вот первым и вторым столбиком на арочке провязываем 2 накида и затем общую вершину столбика. 2 воздушные петли, второй элемент между столбиками, 2 воздушные петли, третий элемент, провязываем 2 накида, общую вершину, 2 воздушные петли и 4-й элемент. Провязываем 2 накида и затем общую вершину. И сразу переходим на вязание элементов по следующему вееру. Таким образом мы довязываем, обвязываем веера по стороне и переходим на обвязку углового веера. При обвязке углового веера, после того, как вы выполнили 3 элемента, здесь выполняем как раз, получается, на углу будет большая арочка из 4 воздушных петель. И после, набрав 4 воздушные петли, переходим на вязание второй половины веера. И здесь тоже выполняем из каждой арочки. Осталось 3 элемента выполнить, и между ними 2 воздушные петли. И выполнив 6-й элемент вот между столбиками, далее переходим на обвязку следующего веера. Итак, выполняем этот ряд. Закончив вязать 6-й ряд каймы, мы уже получили форму салфетки в виде прямоугольника. И заключительный 7-й ряд — это обвязка. 6-й ряд заканчивается вот после последнего элемента. Выполняем соединительный столбик в вершину вот первого столбика. Далее 1 воздушная петля. И здесь получается на 3 арочках каждого веера выполняем 2 столбика без накида. Далее после 2 столбика на его вершине выполняем пико, 2 воздушные петли. Далее вводим крючок вот в 2 ниточки вертикальная и горизонтальная столбика и провязываем соединительный столбик. И получается пико и еще один столбик. И из второй арочки то же самое: 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и закрепляем пико соединительным столбиком и 3 столбик без накида. Итак, провязываем вот по 3 столбика без накида с пико на вершине 2 столбика,
на каждом веере получается до угловой арочки. Здесь на двух арочках из двух воздушных петель вяжем то же самое, только на вот этой арочке из 4 воздушных петель на углу я покажу, как проводить обвязку. На угловой арочке из 4 воздушных петель необходимо выполнить 5 столбиков без накида и на третьем столбике на вершине сделать пико. То есть мы выполняем сначала из арочки 3 столбика без накида, далее 2 воздушные петли, вводим крючок за 2 ниточки, провязываем соединительный столбик, закрепляя пико, и из этой же арочки выполняем еще 2 столбика без накида. И получается у нас вот такой угол. Далее идут арочки из 2 воздушных петель, и здесь выполняем по 3 столбика без накида. На втором столбике на вершине выполняем пико. Друзья, я закончила последний ряд, закончила обвязку столбиками с пико. И теперь как завершить последний ряд. Обрезаю нить, здесь закрепляю последнюю петлю. И теперь протягиваю кончик нити сквозь вершину первого столбика. Вот он, первый столбик. Вначале протягиваю с изнанки на лицевую сторону ниточку. И затем вкалываем крючок, вот она последняя петелька, в центр с изнанки в последнюю петлю. И теперь вытягиваем кончик нити на изнанку. И еще далее необходимо протянуть кончик нити, вот ниточку ниже. И здесь далее можно закрепить также за столбиками. Лучше взять крючок тоньше. Вот я взяла тонкий крючок и теперь вкалываю крючок вот за основание столбиков на изнанке и, подхватив кончик нити, протягиваю сквозь все эти ниточки. Так, теперь с помощью клея вот здесь последние точки приклеиваю кончик нити, так как он очень скользкий и может распускаться. Сейчас клей подсохнет, и я в этом месте обрежу вот этот оставшийся кончик нити. Дорогие рукодельницы, мы связали основную работу, салфетку, и теперь остается последний штрих — выполнить яркую контрастную обвязку, которая придаст салфетке более выразительный и красивый вид. И для этого я использую вот пряжу золотистую и тот же самый крючок номер 4. Обвязка проводится 2 рядами. Один ряд по ряду столбиков без накида, первый ряд обвязки прямоугольника и второй ряд по обвязке веера из столбиков с одним накидом. И для обвязки вначале я делаю на крючке начальную петлю, начинаю обвязку вначале по ряду столбиков без накида и буду начинать примерно вот от угла. Вот здесь, где мы провязывали столбик без накида, где делали арочку, вкалываю крючок на изнанку и с изнанки захватываю вот эту вот начальную петельку и вытягиваю ее на лицевую сторону. Рабочая нить у нас проходит по изнанке. Не вытягиваем вот это вот основание начальной петельки, только вот петельку. Далее вкалываем крючок вот в следующую вершину столбика и провязываем как соединительный столбик. Старайтесь, чтобы у вас петельки были одинаковые, то есть вытягивайте их одинаковой
длины. Вкалываем крючок вот в вершину следующего столбика без накида и вновь провязываем соединительный столбик. И так из каждой вершины провязываем такие столбики, и у нас по лицевой стороне образуется вот такая косичка из ярких петель. И получается, что из вершины каждого столбика без накида, это первый ряд обвязки прямоугольника, мы провязываем столбик по лицевой стороне. Сейчас я довяжу до угла и покажу, как выполнять угол такой обвязки. Там тоже все просто. Итак, я провязала ряд ярких петелек до угла. Здесь мы на углу делали прибавку из 3 столбиков, и также из вершины каждого столбика провязываем петельку. И получается, мы вот перешли уже на другую сторону и продолжаем по второй стороне вязать точно такие же петельки. Итак, друзья, я довела ряд петель вот до начальной точки, то есть в то же отверстие я провязала последнюю петельку, и теперь обрезаю нить и вытягиваю эту петельку на лицевую сторону. Вот она. Теперь беру крючок чуть тоньше и вытягиваю за 2 полупетельки вот ниже вот этот вот кончик нити сначала на себя, и затем вкалываю с изнанки в центр вот последней петельки крючок и вытягиваю кончик нити на изнанку. Друзья, смотрите, таким образом у меня на лицевой стороне получается непрерывный ряд петелек. На изнанке остаются вот таких 2 кончика нити. Я их завязываю узелком. Узелок делаю один, и чтобы он не распускался, беру свой суперклей и буквально капельку клею, капелькой клея заклеиваю этот узелок. Сейчас он высохнет, и я обрежу вот эти 2 кончика нити. То есть здесь у нас все скрепится, и я обрежу вот совсем коротко вот эти 2 ниточки. Клей очень прочный, поэтому я не переживаю, что у меня здесь распустится вот это закрепление ряда. Теперь буду делать второй ряд обвязки уже по веерам, чтобы получить красивый вот такой вот ряд из арочек. И для этого точно так же делаю на крючке начальную петлю, и здесь лучше всего начинать вязание вот здесь где-нибудь на вершине, допустим, углового веера, или вот здесь где-нибудь. Давайте вот здесь начнем. Вкалываю крючок вот в вершину столбика с одним накидом, вытягиваю петлю на лицевую сторону и начинаю обвязывать вот по вершинам столбиков с одним накидом, провязывать столбики обвязки. И здесь, смотрите, нам нужно перейти вот этот вот момент, перейти до вязания вот столбика без накида. И теперь вот на следующей вершине провязываю еще петлю. Теперь получается провязываю, вот он столбик без накида, на нем
Далее провязываю вот до столбика без накида, как бы из арочки петельку, на вершине столбика без накида, затем как на арочке за столбиком без накида, получается вот она, нижняя арочка. И далее перехожу, вот видите, вот он столбик без накида, на вершине столбика без накида, и далее идет обвязка уже по вершинам веера. И здесь у нас 7 столбиков. Шестой, седьмой столбик. И здесь точно так же, вот видим столбик без накида после веера. Далее получается из арочки провязываем петельку обвязки. Вот он столбик без накида из вершины за столбиком из арочки. И теперь столбик без накида перед веером. И тогда получается вот такой вот извилистый переход вниз, вверх. И далее уже по столбикам веера идет обвязка. И здесь выполняем обвязку по веерам, по угловым веерам точно так же. И завершение ряда обвязки точно так же, как я показывала. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать комплект салфеток. Готовые салфетки я обязательно формирую. Во-первых, я их вручную постирала. Далее высушила на ровной поверхности, растянув уголки. И еще дополнительно по изнанке прогладила с отпариванием. И показываю вам примерный вариант сервировки, с какой посудой сочетаются такие салфетки. И я думаю, заказчица будет очень довольна таким комплектом салфеток.